Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Билд Небритый Гвард продолжается. Короче, что я здесь вижу по каточке? Я вижу Мамору, я вижу аптечку, я вижу жезлкиры. Да я в принципе кучу всего вижу. Только вот на чем я буду играть, пока что не знаю. Посмотрим, короче, посмотрим. У меня, если что, на столе лежит успокоительное в виде кошечки под названием Булочка. Не, серьезно, кошку так зовут Булка, поэтому у меня лежит на столе сейчас хлебобулочные изделия и успокаивает меня потихоньку. Надеюсь, она будет лежать спокойно. Весь контент, который я буду снимать, по крайней мере, я на это надеюсь. Если не будет лежать спокойно, то это будет плохо. Это будет плохо. Она не даст мне тогда сосредоточиться на игре и всего тогда. И что потом делать? Придется, ну, пару раундов-то пропустить. Потому что придется, скорее всего, ее согнать, либо же просто ее на пол опущу, если она, конечно, будет спокойно себя вести. Тогда ее просто на пол опущу. Если же она не будет себя спокойно вести, то придется реально пару раундов будет пропустить. Ну, надеюсь, что этого не случится. А если это случится, то будет плохо. Короче, берем вот так вот. Берем шаманчика. Ну, блин, жезлкиры, конечно, хочется реализовать, но есть Мамора, ну, куча всего есть. Кстати, есть идеальный билд, это аптечка плюс метаморфоза. Можно было бы, знаете, если люди придут, то можно еще баф людей будет поставить. Будет круто. Возьму вот так вот сейчас шмотку на скорость атаки и шмотку на О, понял. Я тоже так хочу. Поделись, а? Поделись с гоблином-убийцей. Пожалуйста. Поделись. Тоже хочу. Ай, какой же билд мне построить в этой катке? Вот какой билд мне построить в этой катке? Серьезно. Ой, это может 2 двойки. Ну, прикольно. Ладно, двойка с Тинкером будет, ну, не настолько сильная, как двойка убийца, но Тинкер как-то, знаете, в долгую намного лучше играет, нежели вот этот гоблин-убийца. Но гоблин-убийца дает идеальный старт, потому что кучу бабла ты имеешь. Эмоция. Эмоция целых на 2 действия. Ну, короче, все. Маршрут перестроен, ребят. Вы меня, конечно, простите за сие действие, но маршрут перестроен. Все. Не кидайтесь санными тряпками. Не надо. Я не играю на инсектоидах часто, поэтому ради контента можно будет попробовать сыграть на инсектоидах в этой каточке. Почему я именно хочу сейчас на инсектоидах? Ну, во-первых, мне пришло сердце мать насекомое. Мы ее называли, по-моему, в комментариях личинкой. Тут еще есть классные легендарные фигуры. Прям шикарные. Ну, что ты, булочка. Я все понимаю, что тебе не нравится, что инсектоиды, все такое. Ну, не мешай, пожалуйста. Хорошо? Ну, ты сидишь, все. Сиди. Хорошо. Она просто села сейчас и смотрит на меня. Ну, что ты? Не-не-не, микрофон. А ну-ка, тихо. Вот, если что. Вот она. Чудо. Так, все, давай. А ну, иди ложись. Все, я так понял, она не даст мне спокойно сейчас поснимать. А не, спокойненько ложится. Знаете, она так на стол ложится и крадется потихонечку. Такое ощущение, что я, ну, чувствует, что я ее выкинуть хочу. Не в плане того, что на улицу. А то я знаю ваши мысли сейчас. Не, плохо то, что она меня отвлекает сейчас. Это плохо. Я надеюсь, ничего не провтыкаю. Ну ладно. Блин, пока что у меня такой сумбурный старт, если честно. Пу-пу-пу-пу. Будет приходить луна, будет хорошо. Через жезлкиры я все забуду. И, наверное, знаете, я буду выходить в деньги. Наверное. Так, плюс 1 монетка есть. Все хорошо, все отлично. Ну, у меня была надежда, что Тинкер сейчас закастует ракетки в последний момент, и это будет как минимум ничья. О, спасибо за апгрейд. Спасибо за апгрейд. На самом деле у меня сейчас шикарный стол. Вещи я сейчас передаю, если что, в убийцу гоблина, чтобы получить с него монетку. И ничего, я, наверное, пока что оставлю, хотя на самом деле можно ее, в принципе, и продать будет. Все-таки это плюс 1 монетка. Ну, может продать, это будет 5, 7 монет, 6. Ну, в принципе, можно в 10 монет попробовать выйти, да? Сделать себе хороший инкам. Делаем инкам. Делаем уровень и поставлю ничего. Передумал. В моменте чисто взял и переобулся. На самом деле, смотрите, если мне сейчас придет какой-нибудь инсектоид, я его поставлю. Желательно, чтобы 2 инсектоида каких-то пришло. То есть, допустим, 2 змейки, 2 скорпиона, 2 никса, 2 бруды.
в идеале, конечно, последние, то, соответственно, я их ставлю. У меня есть 2 Абаддона, я закидываю в Абаддона сердце насекомое, и все будет замечательно, все будет прекрасно. У меня будет появляться плюс 1 фигурка. Ну, может, плюс 2 точнее. Опа. А что это значит? А это значит только одно. Мы ставим сейчас баф людей. Жалко, баф мехов. Ну, в принципе, пока что баф... Баф людей мне не особо-то нужен. Пока что. Ой, баф людей. Баф мехов. В идеале, конечно, чтобы он пришел, этот баф мехов. Но если даже и не придет, то и ничего страшного, в принципе. Есть, конечно, панда. На всякий случай, наверное, возьму. Я в нее, конечно, не особо верю, но пока что у меня халявных роллов нету, в принципе, ее можно будет поставить. Но, наверное, я возьму 6 уровень, а потом уже поставлю. Тут кунка. На самом деле, тоже хочу кунку себе. Эх, Лина не успела закастить. А ну-ка, давай, Тинкер. Тинкер, ты меня подводишь. Ты в очередной раз доказываешь, что ты бесполезная фигура, которую я ненавижу. Почему Тинкер у противника такой, знаете, мясистая, адекватная фигура? Мясистая, адекватная фигура. А у меня Тинкер это... Я даже не знаю, как его назвать. Вот серьезно, а ну-ка, напишите в комментах, как бы вы назвали такого Тинкера? У меня на языке вертится только единственное, что это нецензурная брань. У меня гоблин, кстати, монетку не получил. Да и иди в баню. О, цветки, боже. Серьезные там столы. Очень серьезные. У меня, короче, кошка сейчас сидит, смотрит на монитор и смотрит, что я тут делаю. Чисто головой. Марси в 2 звезды. 3700 урона Марси накидала. Неплохо. На самом деле, ну, Марси очень... Опа! Ребята, вы меня, конечно, простите, но это будет сейчас 100% инсектоиды. Ну, не кидайтесь санными тряпками. Ну, серьезно, не кидайтесь. Не кидайтесь, я хочу контента. Поэтому будем творить контент на инсектоидах. Я на инсектоидах не сильно играю. Мне об этом даже в комментариях писали. Писали о том, что я на инсектоидах не очень сильно играю, поэтому что, будем развивать скиллуху игры на инсектоидов. Я, соответственно, расскажу, что как работает. Но я, наверное, расскажу это в конце, как на что работает. Ну, либо, когда уже полностью синергию свою соберу, то расскажу. Наверное. Короче, не обещаю, но расскажу по-любому. По-любому расскажу, как она работает, эта синергия инсектоидов. Ну вот, в какой этап игры, не знаю. Тинкер. Какая же ты тварь на Тинкере? Я сейчас, конечно же, раунд выиграю. Это, конечно, за это спасибо. Но какая же тварь на Тинкере? Вы это заметили, что только что произошло? Вот эта вот тварь на Тинкере кинула ракетку в дохлую цель. В дохлую цель. Пойми, ну, это адекватно? Кстати, у меня 2 змейки. Да тут сам бог рандома велел сыграть на инсектоидах сегодня. Поэтому что? Поэтому мы будем сегодня играть на инсектоидах. Ребята, инсектоиды будут у нас самые-самые любимые. Если сейчас на 10-м раунде мне упадет аптечка, а потом на 20-м раунде мне упадет мета, то, ребят, сам бог велел, чтобы я сыграл на инсектоидах. Запомните мои слова. Вот. О чем я хотел сказать. Все, как мы любим на инсектоиды будет. Манки Кинг. Тут есть 5 варлок. Жреца надо, орка по-любому, который сумонит из могилы фигуры. По-любому нужно. Если еще игрок войны найду, то я по-любому в этого жреца закину. Будет вот такая вот тема. Так, ну-ка давай. Аптечка. Ну, ребята, ну я же говорю, тут сам бог сейчас велел сыграть на инсектоидах. Сам бог велел. Я думаю, time to delete Tinker, ставить людей и все. И идем на лустрик. Манки Кинга уже чел нашел, но это, ну... Ладно. У меня пока что все более-менее хорошо, поэтому мне грех жаловаться, грех жаловаться. Мамора. А что ты в Мамора засунул? Случайно не на того чувака пришел?
пока ничего. Просто Мамору купил, но пока что ничего не делает. Окей. Так, есть 2 омника. В принципе, для инсектоидов пойдет. Если на самом деле мне придет уже 4-й инсектоид в скором времени, то будет вообще замечательно. У меня такое впечатление, что у меня сейчас кошка прыгнет на монитор. Да. Почти то, что я хотел. Почти. Немножко усилю свой стол, чтобы не сильно много в табло получать. Баф людей поставил, потому что это плюс 2 опыта. Вдруг кто не знает. Хотя я думаю, все абсолютно знают, что баф 3 людей дает вне зависимости от победы либо поражения 2 опыта. И если на самом деле вам довольно-таки рано падает баф людей, вот допустим на втором, ну на 3-м раунде, окей, на 3-м раунде, если вам падает баф людей, то это просто невменяемый билд уже становится. Уже максимально невменяемый билд становится. Потому что к 10-му раунду вы получите тонну опыта. Это будет 7-й... Ну, если я правильно считаю, то с бафом людей у вас будет на 10-м раунде примерно 7-й уровень. Там, кстати, антимага нашли. И абузят Мамору, да? Ну-ка, покажи мне его. Не, здесь я... Здесь я бруду абузят. А тут что? Ну, а тут антимаг. А тут антимаг. У меня есть проблема. Хьюстон, у нас проблема. Не понял. А, понял. Омник вылез. Я просто в моменте не понял, почему у меня только с одного дубликата вылез омник. Кто-то имеет какое-то нормальное, адекватное... Опа, сюда. Кто-то имеет нормальное, адекватное разъяснение, почему у меня только что вылупился только один омник, а почему со второй змейки мне не вылупился второй омник. Серьезно? Все, я понял. Тут будет второй инсектоид, но он будет через Манки Кинга в 3 звезды. И сказать, что я рад, это совершенно ничего не сказать. Это очень плохо. Это максимально, мать его, плохо. Будет... Ой-ой-ой, 2... Ребята, вы можете там успокоиться? А ну-ка скиллуху открутите немного. Дайте мне поиграть сегодня, пожалуйста. Скиллуху откручиваем, ребята. Ребята, еще раз говорю, скилл откручиваем. Не подкручиваем, а откручиваем. Так, булочка, ты, конечно, у меня фотогеничная. Ну, давай-ка в сторону ляжь. Спасибо. Такая забавная. Просто беру такая... Потихонечку крадется. Вот у нее такое бывает, знаете, что она в моменте такая... Надо поотвлекать. Time to поотвлекать. Хлебобулочное изделие. Стоит мягкая кровать, она такая, да не, на столе как-то помягче будет. Так, там баф эльфов собирается, мне это не нравится. Ну, в принципе, если сейчас я максимально быстро возьму 10 уровень, а я возьму его, когда-нибудь возьму. Жалко, конечно, что на 10-м раунде у меня не было кучи бабла, чтобы я мог спокойно, знаете, там собирать себе максимальный уровень, потом ролиться и тому подобное. То есть для того, чтобы... Ну, я не был уверен, что мне придет как бы аптечка. Я не был еще уверен до конца, что я буду играть через инсектоидов. Но судя по тому, что мне падает, то это отличный выбор сыграть сейчас на инсектоидов. Шикарнейший выбор. Я так считаю. Ну, кстати, блин, мне так хорошо идет по инсектоидам. Ну, я прям сейчас, честно, ни грамма не жалею, то, что я сейчас играю на инсектоидах. Я сейчас, если что, делаю вот таким вот образом. Все. Перекидываю в омника сердце инсектоидов. И, кстати, я сейчас расскажу, как это работает. Смотрите, у меня сейчас умрет. О! Смотрите, у меня сейчас будет умирать, допустим, змейка. А, ну у меня нету 4-го инсектоида. Ну ладно, когда будет 4-й инсектоид, тогда я расскажу. А пока что не буду рассказывать. Пусть это останется в секрете. Правильно? Правильно. Сейчас вот расскажу, как работают инсектоиды, и все. Так, абузить будет каждый второй.
Ну, тут и так в каждой катке на ферзях играют на инсектоидах этих бесючих. Просто, ну, бесят они нереально. Я еще и выиграл, прикиньте. Да. Кунка, сладкий друг, привет. Что мы сделаем? Ну, я жрецов думаю поставить. И все-таки, наверное, надо ослабить свой стол. Хочу этого или нет, но я думаю, все-таки надо ослабить свой стол. Пусть у меня лучше стоят 2 жреца, и пусть у меня стоит 3 человека. Потому что я и так только что бяку сделал, причем жесткую. Смотрите, мне не надо было вообще сейчас побеждать ни грамма. Вот ни грамма не надо было побеждать, потому что у меня на лустрике было дополнительное количество монет. Сейчас у меня дополнительных монет 0. То есть там на лустрике, начиная с 7 раз, плюс 2 монетки кинкаму. Ну, у меня сейчас не плюс 2 монетки из-за того, что победил. Плохо! 4 из 9. Так, пока живем. Только скажи, что ты еще и выиграешь. Ну, вроде нет, отлично. Вроде бы нет, отлично. Шикарно. Ну, ребята, и как тут не сыграть на инсектоидах? По-моему, я реально выбрал идеальную игру для того, чтобы сыграть на инсектоидах. Шикарно. Короче, пока что я еще сижу как бы на левеле, все такое. Расскажу, как работает инсектоиды. Смотрите, у вас есть, допустим, сердце, мать насекомая. У вас есть Манки Кинг в 2 звезды, Манки Кинг в 1 звезды. Ну, короче, без разницы какой, но лучше, чтобы у вас был один Манки Кинг в 2 звезды, у которого будет находиться это сердце. Сейчас поймете, почему я это говорю. Вот. И у вас есть 2 змейки. Одна в 1 звезду, одна в 2 звезды. Если змейка, точнее, не так. Манки Кинг, если умирает, и с него появляется 3-звездочная змейка, а там умирает змейка первого тира, то, соответственно, от самой дорогой фигуры выжившей змейки будет отталкиваться цена продажи +1. Поэтому у меня будет фиолетовая фигура 3 звезд, но рандомная. То есть это будет либо Никс, либо же это будет Бруда, либо же это будет Манки Кинг, потому что Манки Кинг выжил. То есть, я думаю, вы поняли вот эту вот китайскую математику. То есть, смотрите, Манки Кинг умер, с него появилась змейка 3 звезды, либо же Скорпион 3 звезды. Ну, лучше, конечно, змейка, потому что у меня на столе есть 2 дубликата змейки. Но если есть 2 дубликата еще и Скорпиона, то, в принципе, окей. Главное, чтобы они были 2-звездочные. Ну, вообще, на самом деле, без разницы, какими там будут уже. Главное, чтобы они просто выжили в тот момент, когда у меня появится 3-звездочная змейка, либо Скорпион. Умирает, получается, этот инсектоид, и получается рандомная фиолетовая фигура. Соответственно, чем больше фиолетовой фигуры у вас будет, тем, соответственно, выше шансы, что с 3-го тира фигуры 3-звездочной появится у вас 4-звездочная какая-то фиолетовая фигура. Рандомная, естественно. Кстати, 2 котла. По-моему, я идеальный выбор сейчас сделал. Серьезно. Сейчас вот мобы, сейчас ставим вот так вот пачку дубликатов. И, наверное, пачку инсектоидов. Правильно? Но вот тут тоже, понимаете, есть палка о 2 концах. Если я буду играть, допустим, сейчас через мать насекомая, то вы же понимаете, да, что там рандомный пул инсектоидов. То есть, неважно, ну, допустим, если вылупится Скорпион, а у вас Скорпиона на столе нет, и этот Скорпион, некому ему будет умирать, то, соответственно, от того дубликата 3-звездочного ничего отталкиваться не будет. Это самое главное. И вот сейчас я играю как бы через сердца инсектоидов, и поэтому я рискую. Вот видите, у меня сейчас есть Бруда 2-звездочная. Если там умрет Бруда 1 звезды, то появится, соответственно, фигура 3 звезд, потому что будет отталкиваться от 2-звездочной Бруды. Потому что у меня Бруда есть на столе. Если бы ее не было, то отталкиваться нечего. Кстати, у меня отличный такой предметик пришел. Мета. Метаморфоза. У меня есть 42 хп, и у меня есть еще немного времени, чтобы апнуть уровень. Я все-таки хочу взять 10. На 10 уровне я полностью сролюсь. Абсолютно. И все. Я думаю, китайскую математику вы поняли. Если кто-то не понял, ребят, пишем в комментариях. Кстати, я там сделал ролик обзор патча. Поэтому, кто не смотрел, можете посмотреть. Кому это, конечно, интересно. Кстати, напишите мне в комментарии, как вам рубрика комментирования игры подписчика и рубрика «Обучаю новичка». Мне интересен этот вопрос. Поэтому жду ответ. Вот смотрите, сейчас у меня есть 2 омника, есть 2 котла. И если с этого омника вылупится котел, то будет отталкиваться от однозвездочного котла. Хотя не, подождите, если вылупится котел 2 звезд,
Думаешь, у меня же там омник есть? Потому что от омника будет отталкиваться это сейчас перерождение. И от змейки, и от лины. Короче, если сейчас омника появляется котел 2 звезд, вот это вот Т1, то когда умрет оригинальный котел, то появится Т3 котел. Я думаю, логика понятна. Но тут чуть-чуть не успел. Вот видите, у меня сейчас Никс на столе. И когда Никс бы у меня... Ну, у меня же нет на столе Никса, соответственно, не будет и дубликата. Кстати, пожалуйста, не на все лицо. Не на все лицо только, пожалуйста, 42 хп. Пощади. Минус 19, спасибо. Фух, у меня чуть глаза на лоб не вылезли от такого. Короче, я выхожу вот так вот из инкама, покупаю бруду. Хан, это, конечно, такой соблазнительный персонаж, но брать... Сюда. Варлок, отлично. Антимаг, шикарно. Котлов вот этих вот продаем. Котлы не нужны, ставим омников. Больше дубликатов, богу дубликатов. И закинем мать насекомое в антимага. Мало ли с этой фигуры появится у меня антимаг. Не, Варлока, точно. А я могу и туда, и туда. А могу не делать этого, потому что у меня есть дубликаты. Действительность, у меня же есть дубликаты. Оргжец нужен. Одна змейка еще. Но у меня, в принципе, более-менее окей. Можно броду скипнуть и в броду поставить. Хотя... А ну-ка, выиграю ли я раунд или нет? Тут тоже инсектоид попался, пожалуйста. Пусть мне повезет на фигуры. Молю. Повези на фигуры. По-моему, я его вынес. Вот если... А, дубликатная. Вот если по оригиналу сейчас умер антимага, появился бы, возможно, антимаг 3 звезд. Ладно. Я хотел уже фразочку одну заготовить. Чао, бейба, отдыхай. Но я думаю, пока что... Сюда. У меня дубликатов мало сейчас на столе. Мало дубликатов на столе. Нужно больше дубликатов. Манки Кинга берем, Никс берем. Хотя может он мне не понадобится. Если у меня будет просто куча фиолетовых фигур, то он мне не понадобится, естественно. Потому что у меня ж не будет появляться. Хотя, ну, возможно, будет появляться. Не, ну если весь стол у меня будет фиолетовый... Ну да, если у меня рандомно появится какой-то условная змейка какая-то, то будет плохо. Пламенный поцелуй? Или как? Чао, бейба. Отдыхай. Я дождался этой фразы. И давай еще одно сердцем от насекомого. На самом деле, так делать, наверное, не стоит. Как я сейчас делаю. Это риск. Это риск. Я поставлю больше, наверное, фиолетовых фигур сейчас на стол. Хотя мне бы антимага апнуть. Или лучше пусть пока Манки Кинг постоит, попробует. Кстати, о птичках. Надо обузить. Я сейчас закинул, если что, арканцы в эмпресску, потому что у меня сейчас будет 3 пары арканцов со старта активироваться. Жестко? Еще и как. Еще как жестко. Сейчас смотрите. Хоп, фуловая мана. Хоп. Эти гоблины, ой, гоблины. Варлоки полетели. Ой, как я себе кучу хп сейчас повосстанавливаю. Боже. Сколько вот сейчас хп восстановлю? Живи, живи. Живи, Хускар. Дай еще суману на секундочку. Ну чуть-чуть. Не успел. 2 хп чуваку оставил. Я думаю, там чувак сидит и думает. Как же тебя называть? А ну-ка, ребят. В комментариях пишем, как мы называем инсектоида. Меня мы не называем. Я редко играю на инсектоидах. Вы сами это видите. И вы знаете, как я люблю скипать мету. Поэтому, ребят, я хороший человек. Честно. Но не в этой катке. В этой катке я примкнул на сторону зла. Ну что ж, а ну что у тебя тут? Марси. Интересный выбор. Наверное, кунг-фу хочет сделать. Неизвестно, ну ладно. Мне бы, конечно, мейновых дубликатов было бы вообще четко. Отхил. Надо брать. Надо брать отхил. Берем. И вот так вот в импресску все закидываем.
Сейчас бы Варлока. Варлока. Говорю, Варлока. Энигма это круто. О, хороший Манки Кинг. Манки Кинг это хорошо, хорошо. Немножечко пока что не фартит. Это плохо. Опа, яйцо. Берем. В кого закинем? Жреца закинем, все отлично. Закидываем жреца, ставим вот таким вот образом. Мне надо, чтобы вот этот жрец за одну монету быстрее сдох. И чтобы из него вылупился... А, хотя подожди. А хотя нет, не подожди. Или нет, подожди. Не, у меня тогда не будет появляться то, что мне надо. Я буду играть, короче, через МК сейчас. А ну, сейчас нужно понаблюдать, какая у меня фигура будет вылупляться из инсектоида. Вот это вот за 4 монетки, которые. Так, ай-яй-яй. Вот помните, это то, о чем я говорил, что будет проблема, если у меня не будет ни змеек, ни скорпионов. Видите, из-за чего? Из-за того, что у меня нет ни скорпионов, ни змеек. Минус 47. Минус 47. Ну, просто. Минус 47. Вот это вот упражнение 2 раза в день делай, и спина никогда не будет в жизни болеть. Никогда. Гарантирую. Блин, это плохо. А как мне получить трехзвездочные фигуры? Ну, мне надо покупать тогда змеек и ставить змеек. Либо чтобы у меня была одна легендарная фигура в 2 звезды. А, ну тогда все равно не так будет. Сейчас, чтобы вы понимали, отталкиваться не от самой дорогой выжившей фигуры инсектоида, а отталкиваться только от дубликата выжившей фигуры инсектоида. То есть это 2 Никса, 2 орка-жреца и тому подобное, и так далее, и так далее. Думаю, как бы тут математика понятная. Повезет, повезет. Хотя не знаю, не повезет. Или повезет. Не, повезет на самом деле. Повезет, если сейчас вылупится из... Или не, подожди. А, ну сейчас, подожди, я что-то сам запутался немножко, сейчас. Ща, погоди. А ну-ка сдохни кто-нибудь. А ну-ка. Так. Двухзвездочный. Ну все так, как я правильно и сказал. Смотрите, вот видите, у меня сейчас появилась и орк-жрец, и орк... Ну, варлок, короче, появился. Минус 60... Минус 68. Ребята, и тут, знаете, Лариса Гузеева сейчас должна появиться. Если я не забуду, я вставлю этот мем. И это та самая картинка, которая звучит без слов. То есть, знаете, доктор, я вот смотрю на картинку и слышу эти слова. Я в порядке? Нет, ты не в порядке. Вот будет именно то. Если не забуду, я эту гифку вставлю. В любом случае буду прослушать, я думаю, я вспомню. Вспомню на своей фразе и буду снова перерендерить. А может... Да, может поставить Манки Кинга? Короче, все работает так, как я вам и сказал. Сейчас смотрите, у меня будет умирать маленькая, вот допустим... Давай. Ну, у меня как бы импресска возродилась. И когда импресска оригинал умирает, то появляется фигура. Но пока что мне что-то не фартануло. Все пошло не так, как я планировал. Все пошло по одному месту. А, он мне еще и вынес, да? Ну, у меня 80 хп, так что в принципе я не расстроился. Короче, все работает так, как я вам сказал. Ничего, сейчас приду, тебе отомщу. Не переживай. Я в пути. Дорогой, я в пути. Апаем импресску в 2 звезды. Ставим Манки Кинга одного. Блин, а у меня-то все... Ну, я из импресски, в принципе, вытащу сейчас. И, наверное, поставить надо вместо Никса, да? Хотя... Ну да, я думаю, поставить Манки Кинга вместо Никса. Хотя и Никс тоже полезная фигура был. Просто мне нужен Манки Кинг, чтобы он своей палкой душил. Слишком сильно. Клевер. Хрень, а не клевер.
Так вот, короче, предмет закидываем на отхил сюда. Так, мне надо, чтобы у меня дубликаты умерли очень быстро. Так, сюда полетело. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, а что с лицом? А сколько минус будет? Чен, сумани еще, пожалуйста, фигурочку. Еще одну. Еще одну. Я хочу, чтобы побольше цифры вылетели. Больше, чем минус 68. Но это вряд ли выйдет. О, Манки Кинг не имбалансы в 3 звезды. Вообще ни грамма. Не получится больше, чем минус 68. Эх. Минус 32. Ну, ладно. Кстати, я, по-моему, в первый раз выбил минус 68. По-моему, я побил свой рекорд. Ну, ребята, ну... Мне нечего здесь добавить, кроме того, что как сложно играть на инсектоидах. Боже ты мой. Очень сложно. Вообще ни грамма не сложно. Вот как-то так играешь на инсектоидах и все. Главное помнить вот эту вот формулу, как появляются инсектоиды. Кто вдруг забыл? Объясняю. Смотрите, у вас есть Манки Кинг 1 звезды, Манки Кинг 2 звезды, у вас есть змейка 1 звезды, есть змейка 2 звезд. Ну, вообще без разницы, какой там звездности будет, но главное, чтобы у вас было 2 дубликата. Но, чтобы, допустим, змейка у вас была обязательно, точнее не змейка, а Манки Кинг был обязательно в 2 звезды. То есть фиолетовая фигура любая должна у вас быть в 2 звезды. И стоять, соответственно, дубликат. И смотрите, что происходит. Умирает дубликат, допустим, Манки Кинг умирает, появляется змейка, либо же Скорпион в 3 звезды. И, соответственно, у вас Скорпион либо Змейка должны быть тоже в 3 звезды. В 2 звезды. Почему? Потому что у вас есть дубликат фигуры Змейка в 1 звезду. Либо же Скорпион в 1 звезду. И когда умрет Змейка, либо же Скорпион, то будет отталкиваться от этой 3-звездочной фигуры. Это нужно учитывать, это нужно понимать, это нужно знать. И, соответственно, когда у вас умрет эта вот змейка за 1 звезду, либо же за 2 звезды, без разницы какой звездности, главное дубликат. Он умирает. И уже вот эта вот звездность будет отталкиваться от змейки 3 звезды. И, соответственно, у вас гарантированно появится фигура 4 звезд фиолетовая. Только вот какая? Как бог рандома поведет. Может Манки Кинг в 3 звезды упасть, может упадет Варлок в 2 звезды, а может быть еще лучше там что-то упадет. Но я думаю, математику вы уловили, и если, смотрите, получается... Так, тихо, булочка. На клавиатуру мне улеглась, прикинь. Так, хватит чесаться тут. Алло. Дай концовку закончу, потом почухаешься. Ну, ладно, давайте я вам ее покажу все-таки еще раз. Вот. Вот этот вот питомец сидел сегодня вместе со мной весь ролик. Так что лайк за питомца, по-любому. Не сгонял со стола. Лайк ставь быстро. В общем, математика, я думаю, вам понятна. И то же самое, если Манки Кинг в 3 звезды появится, то если у вас есть на столе Манки Кинг в 1 звезду, он умирает, и у вас появится какая-то легендарная фигура в 3 звезды, соответственно. Ну, думаю, тут как бы понятно. Ты можешь не чухаться тут, а? Булка. Капец. Ладно. Пишем в комментариях, что вы думаете по поводу инсектоидов. Сделал грязь. Сделал грязь. Меня просили записать как-то контент инсектоидов. Вот я и записал. Держите, ребят. Наслаждайтесь этим зрелищем. Минус 7. Боже, минус 70. Ну ладно, минус 68. Но припиши минус 70, правильно? Округляем к большему. В общем, добавить нечего. Все, в принципе, рассказал, все сказал, итоги подвели. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребята, кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся, ставим лайки тоже в поддержку автора. И за такую каточку тоже поставьте лайк. Дизлайки не ставим. Хоть вы не любите инсектоидов, но за такое надо поставить лайк. Обязательно. Кто не подписан на Telegram, подписываемся. В описании и в комментариях закреплена ссылочка на мой Telegram канал. А также у вас на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.